Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. И, конечно, останемся реалистами. Сентябрь месяц. Так вот, если в целом, то это месяц работы раз. И как будто нам нужно проработать свои уязвимости. Понятно, что для этого нужно быть честным с самим собой, но понять, может быть, окончательно, что является триггером своеобразным в вашей жизни. Но где-то карта дополняет. Потому что есть некоторые вопросы, понимаете, мы можем подзастрять в том, что мы, думаем правильным, да, или считаем, что как метод, например, да, это вот правильно, или нужно что-то продолжать, а тут, скорее всего, что-то нужно будет менять. Не забываем все-таки Уран в Близнецах. И вот, может быть, такие сложные моменты, согласитесь, наша уязвимость – это то, о чем мы не расскажем никому. Но тут как будто прыгать надо. Уже время настало менять, понимаете? Вот, может быть, и самого себя, может быть, свое отношение, с этого часто и начинается. Ведь уязвимость – это что? Это наши эмоции, это наши ощущения. Это то, что мы, может быть, хотели, но не осуществили. Или то, что мы боимся где-то, знаете, словно взглянуть в глаза собственной тени. Ну, давайте узнаем, это такой философский вопрос, мои дорогие овны. Но мы все-таки с вами смотрим, карта императрицы, все в вашей власти. То есть, я так понимаю, пятерка, которая нам выпала, и императрица. Нужно что-то предпринимать, нужно что-то менять, может быть, меняться самим. А по императрице это как символ нового «я». Это у вас все получится. Но, видимо, все-таки есть какие-то пункты, которые нужно пересмотреть. Это не значит, что вы пойдете прямо сейчас кому-то что-то заявлять. Нет, мои дорогие. Это, скорее всего, опять же, то, что вы будете в глубине собственной души как-то переосмыслять. Ну и работы, я уже сказала, будет много. Но вообще это тот продуктивный месяц, когда вы можете для себя как раз больше ясности внести. Итак, достаем с вами как ключевые события, знаки судьбы. 3 карты. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий. Или ключевое событие, может быть, как сфера жизни, да, где нужно вот уделить внимание. Ну, посмотрим. И мы, кстати, раскроем в нашем раскладе с 1 по 10. Решила немножко видоизменить. Мы обычно в самом начале открывали, а тут мы откроем в конце. Давайте немножко нам посмотрим. У нас сегодня колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Это метафорические карты, но я думаю, подсказок будет больше. Настройтесь слушать интуицию. Что прояснится? Что уйдет? Что придет взамен? И личная жизнь, подавайте по основным сферам жизни, ну хотя бы направление или энергии. Личная жизнь, любовь, вопросы дома, ну так вот энергетику смотрим. Финансовая ваша составляющая. И дела, работа, бизнес, у кого-то документы, у кого-то учеба, у кого что, уже сентябрь и учеба, и ну где-то и наша рутина, и наши достижения, опять же. Так что же у вас там будет проясняться? Ваш успех, наверное, все то, что я сказала до карт. Карта заслуженного успеха. Где я работаю, каким образом. График работы у кого-то будет меняться. Может быть, у кого-то работа на дому, вторичный доход. Это очень по Урану в Близнецах, мои дорогие, правда. Уран ведь все дробит. И мы ожидаем, что цифровые технологии, которые вот так успешно и просто семимильными шагами развивались, ну, может быть, буквально за последние пару лет. Вот представьте, а тут жизненный ритм еще ускорится. Наверное, вторичный доход, подумать, будет не последнее или не лишнее дело. У нас человек работает в интернет, да, или за компьютером. Не обязательно интернет. Кто-то изучает языки по 6 мечей, кто-то осваивает новые технологии. Может быть, это вам нужно будет изучить, у кого-то банально изучить, как работает то или иное приложение, может быть и финансовое. Но по этой карте мы отплываем от прежнего берега. Хоть нам в этой колоде не указан сам по себе берег, но все же, если мы переложим на колоду Таро, традиционную, мы знаем, что вот мужество, решимость,
наверное, мужество, решение, решимость сделать первый шаг, но в этом вам не занимать, но и приготовиться какой-то путь пройти, словно, ну, придется, все будет меняться, понимаете? Будь неожиданности по шестерке мечей, но мы к ним готовы. Я должна сказать, жить будет интереснее и где-то, может быть, больше драйва. Пусть этот драйв не буквально в перемещениях, хотя у кого-то именно по шестерке мечей. Переезд или поездки, какие-то путешествия, дорога. Дорога, я имею в виду, хотела сказать, удаленная. Ну, к примеру, офис находился на одном расстоянии, а теперь он находится на другом расстоянии. Может быть, вы будете тратить банально на дорогу чуть больше времени. Может быть, вам придется столкнуться с какими-то новыми положениями, приказами на работе. Или пусть вы работаете сами на себя, а тут конкретно сам на себя человек работает. Вот я бы все же сказала, вторичный доход или какое-то ремесло было бы неплохо освоить. Мы еще не знаем, что нас ждет, но, в принципе, все перестраивается в мире. Но, видимо, вот эти первые шаги где-то мы должны проделать сами. Но если мы спросили, что же прояснится, в конечном итоге может проясниться ситуация какая-то именно по работе, или связанная с перемещениями, или откуда к вам приходят деньги, или кто-то из вас задумается о таком более глобальном переезде. И это будет каким-то образом, может быть и самым прямым, связано именно с трудом, с учебой или с вашими достижениями. Но нам о чем говорит карта? Вот начало сентября, да, такая перезагрузка своеобразная, и эта перезагрузка у вас продлится какой-то период времени. Поэтому не настраивайтесь, что вот прямо быстро вы решите что-то, мои дорогие любимые овны. Здесь что-то будет долгоиграющее, потому что успех заслуженный, он не буквально завтра нам в ладони упал. Нет, тут нам придется потрудиться, но, видимо, и вы проясните для себя, чем стоит заниматься. Еду, не еду. Или с кем я в отношениях, может быть и так. Что я буду продолжать, а что я не буду продолжать. Закрытых дверей, повторюсь, нет, но, видимо, есть какая-то основа, которую вы должны для себя, ну, может быть, как, знаете, из этой основы создать фундамент и в то же время все же по шестерке мечей, это, знаете, как путеводная звезда. Некоторым образом объединить возвышенное и земное. Без земного никуда, потому что, ну, мы должны за что-то жить, правда? Нас жизнь заставляет подумать о финансовой стабильности. Но не деньги ради денег по этой карте, нет. Здесь мы можем начинать вообще что-то с нуля. И даже у кого сейчас, мои дорогие, ну вот патовая ситуация. У вас есть ресурсы. Продумывайте, рассматривайте, мои дорогие овны, ну, те варианты, которые вы не смотрели, работу в тех организациях, в которых вы прежде не работали, вообще в ту сторону тоже не смотрели и даже не думали. Или вторичный доход, ну, изучайте. Тут мы, конечно, еще себя учимся беречь. Что же уйдет? Двойка кубков. Ну, может быть, приготовьтесь, и это очень символично по Урану в Близнецах. Люди могут некоторые уходить. На их место придут другие. Вот я это сразу говорю. Может быть, уйдет и какая-то договоренность все-таки. Вообще, это карта любви, да? Но в этой колоде карт у нас дети показаны. То есть они именно договариваются, взаимообмен идет. Обратите внимание, обмениваются подарками. Поэтому, ну, действительно, может быть, вы будете менять окружение. Кто-то будет работать сам на себя, кто-то, если вы свой бизнес или даже вы руководитель какого-то звена. Ну и вы будете менять сотрудников, скорее всего, тоже. Тут вокруг вас коллектив может меняться, коллеги, соседи мои дорогие. То есть вы меняете окружение. Вот это каким-то образом уходит. И, знаете, не удерживаете. Что уйдет еще, если мы так будем говорить? Оно, конечно, не уйдет, но, вы знаете, с некоторыми людьми вам не захочется общаться. Или, может быть, с некоторыми людьми, ну, уже так сложилось, что взаимопонимание утрачено. И вот вы можете прийти к выводу, что надо так красиво выйти из этих отношений, из этих контактов, потому что я в этом не вижу смысла. И вы знаете, правда, свято говорят, место пусто не бывает. Это вот посмотрите, две карты ни разу не говорят, что мы настаиваем.
Или там мы кому-то правду так это, да, бросаем в лицо. Но как Марк Твен говорил, правду тоже надо, да? Это я уже про то же. Правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Поэтому иногда все-таки дипломатия, она может хромать у вас. Правда, ведь это карта именно взаимного общения. Но, повторюсь, врата открыты, вам отсюда полный вперед. Ну, наверное, так, очень осторожно, продуманно, я бы сказала. А что придет взамен? Будущее. Тройка жезлов. Вот смотрите, нам показан маяк. И все то, что я начала говорить и в начале, и, наверное, вот по шестерке мечей. А двойка кубков– это как метод, да, вот вашего действия, вашей активности. Будущее приходит, и вы можете... И, кстати, если мы даже говорили о людях, уходят какие-то люди, не удерживайте их насильно. Не пытайтесь заново как будто что-то переделать, понимаете? Если до этого уже результат какой-то был понятен. Вряд ли мы получим другой результат. Будем реалистами, это правда. Опять же, закрытых дверей нет, но это вы, как маяк. Вы, мои дорогие, будете приковывать к себе внимание. Рост вашего авторитета, возможности по части работы, финансов. Но это еще, знаете, та карта, когда мы не прыгаем с места в карьер. Мы тут так продуманно должны действовать. Мы словно проверяем, все ли я взял с собой в будущее. Вот три первые карты для вас обрисовывают. Наверное, может быть, это и где-то какой-то триггер, который внутри вашей души, который вы будете продумывать. Как мне это все в единый узор сложить? Давайте посмотрим, что же там в личной жизни. Ну, по пажу кубков для тех, кто в паре, тут все идет своим чередом. Хотя я могу сказать, знаете, паж кубков– это, ну, просто хорошие эмоции. Для кого-то из вас это может быть и новое знакомство. Но если новое что-то, нам говорят, ты пока не основывайся на этом, как это что-то долженствующее. Или на 100% будет долгое время продолжаться. Ну, это, опять же, хорошая карта в плане эмоций, но продолжительность нам не обещают. И человек, который изображен у нас на карте, он с лозой ищет воду. А колода современная, и в наше время тысяча способов эту воду не только найти, а уже, наверное, и установить душ, ванну, принять. Я, конечно, шучу. То есть о чем нам говорит карта? Есть такое значение– убивает время. Вот вы можете с такими людьми тоже столкнуться. Это могут быть родственники. Или мы говорили с вами, что вы будете пересматривать свое окружение. Кто-то был вхож, к примеру, в ваш дом, а вы кому-то тут эти двери-то и прикроете. А почему? А потому что вы сейчас будете рациональны. И вот вашу силу, вы сильные люди, мои дорогие, вашу активность вы захотите приложить на пользу самому себе или самой себе. Вы можете случайно определить, а что это я все время помогаю, или что возле меня крутится этот человек. Вы, правда, можете озадачиться таким вопросом. Или пусть вы даже люди семейные. Может быть, тоже есть такой человек, который, ну, постоянно где-то вращается возле вас, возле вашей семьи, всеми путями пытается почаще быть с вами, ну или как-то приблизиться, да, и вы будете тоже переосмыслять, а зачем мне нужно это? Может быть, вы кому-то помогаете? То есть вот такой вот очень тонкий вопрос, но в плане эмоций приятных мы все-таки смотрим на 10 дней, здесь хорошее настроение. А если вы, кстати, ну, где-то поссорились, да, ну, вы можете помириться. Я имею в виду те пары, вот, которые уже надежные, сложившиеся отношения. Ну, а новые отношения, будьте внимательны. Финансы. Карты живут своей жизнью. Конечно, императрица, вы знаете, это как новый старт, символ нового «я». На финансы это к вам могут обращаться. Одолжить денег, кстати, почему нет? Может быть, и вы многим помогаете, вы сильные люди, и на вас могут ориентиры брать. Это правда. А вы можете и подустать, кстати. Вот есть такой момент. Поэтому, может быть, вы и задумаетесь. Я сам на нуле как будто, да, или сама настолько обесточена, что я сейчас точно не про помощь кому-либо. Мне бы самой себе или самому себе помочь. Какие-то продуманные действия. Императрица, двери открыты. Здесь тоже, кстати, дверей нет. Но тут имеется в виду земля. То, что тайное, да,
То, что мы еще пока не знаем. Не знаем, как будут развиваться события. Или не знаем хорошо человека. Но это так. Но вы-то в пространстве открыто. Для вас дверей нет. А вот в отношении чего-то конкретного, тут оно как-то так еще зыбко. А по императрице приоткрыла двери императрица, но не настежь. Если нужно, уйдет обратно. Ну вот это, наверное, взаимосвязь все-таки присутствует. Личная жизнь, взаимоотношения людям, которым вы помогаете, в чем вы участвуете. Здесь тут 50 на 50 вам придется делить. Или, как я сказала, перед кем-то вот эти двери, может быть, вы и закроете. Но если шестерка мечей– это карта заслуженного успеха. Мои дорогие любимые овны, успех у вас сейчас как основная цель. И это и финансовые, и ваши достижения, и это то, что должно быть продолжено, понимаете? Поэтому шикарная карта, да, на финансы, стабильно, по крайней мере, на эти 10 дней. Деньги есть, деньги будут, но они уже требуют пересмотра. Как будто суммы тут могут варьироваться, потому что именно вы кому-то либо помогаете, либо, может быть, много на себя взяли, какой-то ответственности. Почему нет? И такое может быть. Или много работы. Но тогда это рабочий месяц, я сказала, сентябрь. А тем не менее, мы должны понимать, что нам приносит, может быть, и прибыль, доход, в чем мы будем участвовать, а что условно вот так, знаете, фейерверком разлетится с какой-то помпезностью и погаснет. Вот такой очень тонкий нюанс. Ведь карта императрицы говорит, надейся сам на себя, надейся сама на себя. У кого-то из вас деньги семьи, помощь партнера, такое тоже может быть. Но для людей в паре здесь, знаете, ну, где-то в вашей семье, в вашем гнездышке будут обсуждаться самые разные вопросы и финансов, и вашей работы, и продолжения, у кого-то переезда. Вы тут, знаете, ну, один другого будет дополнять, и вы действительно на одной волне. Взаимопонимание будет. Но если и есть какие-то тонкости, но это так несущественно. И с детьми, кстати, тоже вы можете договориться. Или объяснить своему чаду, неважно какого возраста, почему будет именно так, а не иначе. Ну, как так можно было достать? И это у нас дела, работа, бизнес. Я уже не повторяюсь. Вот и правда, все то, что мы уже видим с вами по картам, но как будто прыгать нужно. Смотрите, пятерка кубков, карта сожаления, апатии, разочарований. Это опять же эмоции, да, это все вот этот какой-то не успех или то, что когда-то было неожиданно, элемент неожиданности по пятерке кубков есть. Это мы когда кому-то верили или были договоренности, а нас либо подвели, а то и предали. И вот теперь это уже надо историю, видимо, завершать. Вот смотрите, дверь горит, и мы, глядя так со стороны, говорим, прыгай, чего ты там кричишь, да, так и хочется сказать. Тем не менее кричит. И нам показывает художник, а вокруг никого нет, никто не придет на помощь. Вам нужно сделать что-то по работе, чего вы не делали никогда прежде. И эта карта итог как будто проводит под всем мною сказанным ранее. Видимо, вот такие 10 дней, они сами по себе знаковые, ключевые, судьбоносные. Давайте узнаем, что ж там за знаки судьбы. Ну, правда. У вас должен быть взаимообмен. Вот если уходит с кем-то взаимообмен, ну, пусть и человек уходит. Вот хочется так. По крайней мере, мысли о нем, они должны уйти. Если вы видите, что, ну, игра в одни ворота. Вот нам показана игра в одни ворота. Классическая, я бы сказала. Это как знак судьбы. Не бейся, Овен, туда, где двери закрыты. Вот и девушка когда-то пришла к этой двери, она не открылась, может быть, она и стучала, и она присела подождать. И девушка состарилась, и дверь заросла плющом. Вот вам туда не надо. Я уже об этом говорила, я не повторяюсь. Поэтому это для вас, мои дорогие. Если одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Это вам как подсказка, действительно как знак судьбы. И если что-то не идет, если уже что-то пробуксовывало, это не значит, нужно вернуться назад, взять какой-то реванш и прямо с каким-то маниакальным упорством начать что-то переделывать, доводить до совершенства. Нет, оставьте, отпустите. Знак
судьбы. Вот видите, мои дорогие, такие полярные карты. Вам нужно быть очень мудрыми с 1 по 10. Не все лежит в плоскости, знаете, логики, хотя многие вопросы будут. Но есть и то, что логике не поддается. С одной стороны, нам про двери, вот если это что-то заканчивается, то, ну и все, как бы подводи какую-то финишную черту. Не нужно еще раз пытаться в эту дверь стучаться. Но семерка пентаклей – это тоже, знаете, некоторое продолжение, ожидание. Я по этой карте всегда говорю, если вы сталкиваетесь с регламентом, когда нужно что-то изучить, ну, не все бывает быстро, или нужно подписать какой-то документ, оформить какую-либо важную бумагу, быстро тоже не бывает. Мы сталкиваемся с положениями или, опять же, регламентом, когда нам нужно подождать там сколько-то дней, и мы эти сроки не изменим. То есть, что нам нужно подождать, причем это, знаете, так вот рационально. А есть то, что ждать, ну, подводить уже итог. Поэтому для этого вам потребуется мудрость. Не все вот так вот, знаете, однозначно. Словно в складках между светом и тенью. Ну и да, сентябрь такой месяц. А зачем-то вам нужно еще и пронаблюдать. Ну и за вами наблюдают, мои дорогие. У вас сильная позиция, я об этом сказала. И у нас показан молодой человек, который наблюдает за человеком, который выходит из богатого дома, явно хозяин. Ну, хоть не прописано, понятно, но он очень себя уверенно так вот чувствует. Мы можем быть, кстати, в любой позиции. И вот этого молодого человека, когда мы за кем-то наблюдаем. А также мы можем быть в роли человека, который выходит, богатого человека, состоятельного, которому есть что терять. Вот подумайте, такой тонкий нюанс. И Паш Мечей нам о чем говорит? Может быть, кто-то какое-то время наблюдал, а потом вам вынесет какой-то вердикт. Или не обязательно я имею в виду под словом вердикт, как что-то такое значимое. Я не исключаю. Но, может быть, это банально ляпнет свою какую-то мысль. Почему я так говорю? Потому что у кого-то дружба закончится, потому что до этого времени вы не видели или не обращали внимания на то, что говорит человек, или вы ну, как-то сбрасывали это из того, что для вас считалось значимо. Но именно теперь, с 1 по 10 сентября, вы можете прийти к выводу, а доколе я буду это терпеть. А почему вообще я должен или должна вот это слышать? И, кстати, все карты ни разу не конфронтации. Скорее всего, вы будете молча как-то отходить от дел или от тех людей, которые для вас очень хитроумные. Вот я такое могу предположить. А, кстати, мои дорогие овны, может быть, вы прежде этой хитрости со стороны других и не замечали. Вы люди открытые. А когда мы сами открыты, мы думаем, все такие, нет, тут кто-то наблюдает. Но это может быть как знак судьбы не только вот такая история, когда себя надо беречь, но это еще и может быть такой момент, когда вы получите какую-то новость, известие. Может быть, это будет связано с конкретным человеком. Здесь мы, знаете, мы ищем истину, правду, и мы ее находим. Это положительное значение этой карты. Закрытых дверей нет в данном случае. И если вы захотите докопаться до истины, причем так, втайне, мои дорогие, ну, может быть, посредством даже поисковика или, ну, так вот, аккуратным опросом, вам нужно, необходимо знать правду, мои дорогие овны, потому что на кону у вас что-то более важное. Перекладывайте на себя. Надеюсь, что наш прогноз вам дал какие-то верные подсказки. Ведь не секрет, когда мы смотрим прогнозы, каждый думает о чем-то своем. Вот переложите на свою историю выпавшие карты. Какие советы у вас получаются в вашем сознании или в вашей душе. А я благодарю вас, искренне благодарю за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.